Ну что ж, вот мы и возвращаемся. Всех приветствую. И возвращаемся мы к нашей теме. Нашей теме кубов. Что из себя они представляют и как они делаются. Нас рассмотрели, есть 4 типа кубов. Давайте их возьмем и пойдем их активировать, соответственно. Начнем, пожалуй, с синего. Синий у нас куб делается из синего экстракта, аквамарина и небесного блока. Или же лунный камень вместо аквамарина. Лунный камень вы можете получить при добыче синей руды, так же как и аквамарин. Но аквамарин можно получить через молотковую мельницу, перерабатывая через сетчатую насадку, насколько я помню. Сейчас мы это посмотрим. Так, вот она. Да, через нее. Вот он, лунный камень у нас. Поищем сейчас аквамарин. Вот он, аквамарин. Аквамариновая руда. Это в жиле Скарна, который я показывал в предыдущем ролике. Там как раз она встречается. Что ж, у нас есть вот такой вот неактивированный куб. Но как же нам его активировать? Если же включить, посмотреть его рецепт крафта, а потом кликнуть на него, то можем увидеть его способ активации. Ну что ж, пойдем теперь в водоем глубокий и активируем наш кубик. Замечательный. Вот так вот поставим. И вот они, пошли партиклы, что активация началась. Пока он активируется, не будем тратить зря время. И посмотрим на зеленый неактивированный куб. Он делается из жадеита, зеленого экстракта и небесного блока. Как аналог цеварит. Зеленый экстракт и небесный блок. Да, небесный блок забыл показать. Небесный блок — это обжатый халцедон. Nether кварц или же любой халцедон, который я упоминал ранее. Выкладывается 8 штук. Забираем наш блок. Потом мы его пережариваем. Получаем небесный. Из которого, соответственно, и делаем уже наши небесные блоки. А если быть точнее, не то что небесные, а неактивированные кубы. Для активации зеленого куба, если же на него посмотреть, то можно увидеть, что он должен быть окружен цветами. И давайте сделаем это. Как там советует наша мудрая GI. Это мы все расчистили. Вот так. Теперь ставим куб. Вот. Пошли партиклы, значит он начал активироваться. Сейчас заглянем, как у нас там поживает синий. Синий пока не активировался. Неактивированный черный куб. Ой. Совсем забыл про белый куб. У нас не 4, а 5 кубов. Прошу прощения за ошибку допущенную. Для активации красного куба нужна высокая температура. Ну что ж. Посмотрим рецепт крафта. Что-то я немножко затормозил. Кунцит, красный экстракт, небесный блок. Или же рубин, красный экстракт и небесный блок. Кунцит, как и цеварит, часто попадается в шахтах, в вагонетках. Вы, если будете путешествовать по шахтам, то там можете очень часто найти и как кунцит, так и цеварит, включая лунный камень. Рубин добывается из рубиновой руды. Также подходят рубины из других модов. Я, к примеру, использую Project Red. Там есть рубин, и он тоже подходит. Также используется рубин в моих сборках. Таких вот мод, к примеру, замечательный. Биом Апленти. Там тоже есть рубин, и он тоже подходит. Как здесь написано, ДКС, вот Gem Red. То есть любые подходят. Ну что ж, а теперь посмотрим, как у нас будет активироваться красный. Так как ему нужна высокая температура, мы его поставим на горелку. И вот пошла активация у нас.
та самая горелка, которую мы уже рассматривали в одном из видео. И вот так будем зажаривать наш куб. Теперь посмотрим на черный куб, пока они активируются. Александрит, черный экстракт, небесный блок. Или же окаменелость принцессы, черный опал, черный экстракт и небесный блок. Как он активируется? Он активируется поместить в глубокое темное подземелье. Соответственно, нам нужно прокопаться до уровня бедрока, потому что выше не получится, он не будет активироваться. Проверено. Так, ну вот мы почти пришли к бедроку. Нужно черное, неосвещенное место. Вот он, наш бедрок. А теперь прокопаем какую-нибудь ямочку вот так вот. И поставим куб. Он у нас не активируется, потому что светло. Теперь стало темно, и он начал активироваться. Вот, активация прекратилась его. Поэтому мы сейчас вылетим отсюда. И все это дело закроем. Вот так. Сейчас отметим, сделаю небольшую себе. Где он тут находится. Все. Пускай теперь активируется черный куб у нас. Теперь пойдем на самый верх. Посмотрим, как у нас там поживает красный в процессе. Как у нас поживает зеленый. Зеленый активировался уже. Перейдем в режим выживания. И заберем наш куб. Просто добываем его как обычный блок. Вот мы его и получили. Куб маны. Если на него посмотреть, что можно сделать, то из него можно сделать картины, заклинания, которые мы уже рассматривали. Можно сделать перчатки. И, соответственно, наши значки. Но самое интересное еще впереди. Это куб маны, как уже было сказано в достижении. Сейчас посмотрим синий. Он уже должен был активироваться. Он еще не активировался. Это печально. Но зеленый пока оставим. Будем пока с ним ходить. Черный мы уже поставили на активацию. Теперь белый. Чтобы белый активировать, мы можем посмотреть, что он делается из топаза, белого экстракта небесного блока или же целестин. Белый экстракт и небесный блок. Целестин, кстати, часто встречается тоже в шахтах, когда вагонетки обыскиваешь. И нужно разместить его над облаками. Впрочем, тут так и написано, выше облаков. Теперь будем простраиваться вверх, потому что нам нужно его, соответственно, поставить для того, чтобы он активировался. Оп. Ну вот мы почти и на месте. Там должна быть высота 150, насколько я помню, или 155. У меня здесь облаков уже не видно из-за дождя, но думаю, эта высота должна подойти нам. Размещаем наш белый куб. Вот, пошли партиклы, началась активация. Вернемся вниз. Как у нас тут красный поживает? Красному хорошо. Красный пока активируется. Где тут у нас отверстие было? Где мы занимались черным. Это мы закроем. Черный у нас тоже пока еще в процессе. Ой. Вот так вот. А теперь рассмотрим, что можем сделать из активированных кубов. Уже не только вот в GI, но и вживую. Из них мы можем сделать следующее. Пожалуй, самое простое, но самое интересное в то же время. Возьмем наш куб маны, как там было сказано, и возьмем рычаг.
Вот он. Куб биомов джунгли. Если мы его разместим, поставим рычаг рядом и встанем, то тут он... сигнал не доходит. Секундочку. Дождь мешает. Давайте где-нибудь здесь. Ага. Не хочет. Так, будем разбираться, почему он не хочет. Все, я затупил. Я перепутал со своей другой сборкой, где я отключил ту возможность использования кубов маны по средствам вот этой вот правой кнопкой мыши, кликать по нему. Вот я на него кликнул, и у меня индикатор поменялся на джунгли. Температура у нас нормальная, влажность мокрая, воздушный поток нормальный, но потому что я нахожусь, соответственно, под деревом. Так что вот так вот можно переключать вот биомы. Он распространяется, по-моему, на 10 блоков. Форест. 98. Нет, на 5 блоков. Следующий у нас куб. Вернее, я все прощу. Куб поля. Размещается правой кнопкой мыши. Теперь поле. Теперь лес. Делается он вот так. Селенитовое стекло. Оливин. 4 штуки. Активированный белый куб. Селенитное стекло делается из гипсового блока, соответственно. И участвует в крафтах всех кубов, как вы видите. Только с той лишь разницей, что разные активированные кубы идут туда. Синие, красные, зеленые или белые. Зеленый и белый мы уже рассмотрели. Теперь красный, пустыня. Как и синий сейчас будем рассматривать. Вот у нас красный, пустыня. И нажмем на него. Оп. И вся трава у нас пожелтела. Потому что в пустыне трава желтая, а не зеленая. Как и листва у деревьев. Также здесь поменялось все. То есть стало тепло, сухо и нормально. И, соответственно, когда вы автоматизируете какие-то производства, и вам надо высушить блок какой-то, остудить, чтобы было, к примеру, сухо, то для вас подойдет вот этот вот куб. Об автоматизации и кубов вместе рассмотрим это намного позже, но рассмотрим обязательно. Теперь куб биомов лед. Ставим его и включаем. Становится вот Ice Plains, то есть ледяные поля. Сухо и прохладно. И, соответственно, вместо дождя у нас идет снег. И начал накапливаться снег. Очень удобно это дело. И, пожалуй, на этой ноте мы и завершим этот момент. А в следующий раз мы рассмотрим следующие наши магические приспособления, устройства, скажем так, или бижутерию, кому как удобнее. Но для начала мы пойдем заберем наш белый куб, синий и красный. Вот он белый. Активировался. Вот он красный. Даже в режим выживания перейду. Надо было взять рычаг. Потому как она отключается посредством рычага. Нет, хочу я здесь рычаг.
так красивее. Ну или более логично. Забираем наш куб. Обратно возвращаемся в творческий. Спускаемся в самый низ. Черный уже должен был активироваться. Нет, черный еще не активировался. Во всяком случае, как вы поняли, по такому принципу выставляем и активируем. Сейчас собираем наш синий, чтобы показать, что он уже активировался. А нет, он не активировался. Во всяком случае, как я уже показал, вот так вот и происходит активация. Ну что ж, в следующем ролике мы будем рассматривать картины. Картины – произведения искусства. Особенно черно-белое изображение «Млечный путь», которое для меня стало незаменимым в таких сборках, как Seven Days to Mine и в других про зомби-апокалипсис. Особенно, когда строишь какую-то базу. Они так надоедают и мешают своим вечным спавнам. А это предотвращает спавн. Ну, во всяком случае, более подробно и детально мы уже рассмотрим в следующем видео. Всем спасибо за внимание и пока. И да, прошу прощения за допущенные ошибки и ляпы, или же за то, что я позабывал некоторые аспекты и механизмы этого мода. Был загружен совсем другими делами, и мне было не до этого. К тому же я вчера был занят еще и переводом субтитров для видео на YouTube, которое сейчас вот загружаю, надо будет тоже потом сделать субтитры ему на японский, китайский и другие языки. Ну что ж, как я уже сказал ранее, всем спасибо и счастливо.